Всем привет! Вы на канале «Шить для себя. Это удобно». У меня возникла необходимость сшить себе трикотажную майку под жилет. Майка будет, скорее всего, 3/4, насколько хватит длины ткани, так как я взяла всего лишь метр ткани и ткань трикотаж Рибана. Эта ткань имеет чулочное плетение, то есть с двух сторон сгиб, чтобы было понятно. Но на раскрое я еще подробнее расскажу. И не забывайте, что она может давать усадку, поэтому ее нужно обязательно продекотировать. И у меня есть кофточка, которую я очень люблю, которую уже сносила. И самым простым способом, конечно же, это перекроить ее и шить себе буквально за полчаса такую майку. Но я не ищу легких путей. И мне хочется вам рассказать зависимость всех измерений, которые у вас есть, и вы уже давно построили базовую конструкцию, знаете, как это делать. Все ссылки под этим видео найдете. И перекроив полностью свою майку, я решила рассказать, как же построить такую плоскую основу, спинку, полочку и рукав, и чтобы у вас получилась такая удобная маечка, которая будет вам служить верой и правдой. Так как ткань трикотаж растяжим, я подобрала точно такое же растяжение, как у своей старой маечки. И поэтому эти расчеты подойдут к рибане. Если вам интересно, то, пожалуйста, смотрите видео дальше. Для построения вот такой майки, я напоминаю, что обхват груди у меня 108, обхват талии 96, но он особо не нужен. Вот такая маечка. Что нужно измерить? Обхват груди, второй, 108 сантиметров. Кто не знает, как измерять, вы всегда сможете пройти по ссылке под видео. Там есть видео, как я показываю на себе делать измерения. Обхват талии не измеряем, ширина груди, ширина спинки, высота центра груди, высота центра косая от центра до плеча мы измеряем, длина переда, ширина переда, длина спинки, до 7-го шейного позвонка и до основания плеча. То есть я их называю первая и вторая длина спинки. Высота бока, обхват руки или обхват плеча, оно еще называется. И высота плеча косая. И вот величина 1,5 сантиметра. Всегда добавляю ее для того, чтобы комфорт и свободу сделать. И длину изделия, какую вы хотите. Непосредственно еще длина рукава может быть. Я бы хотела сантиметров 58, но как получится. Теперь что нужно сделать? В первую очередь поделить пополам, это 54, и потом поделить еще пополам, то есть взять 1/4 часть от этой величины, теми величинами, которыми мы сейчас будем пользоваться. Получается 27, это будет 4-я часть. Ширина груди делим пополам. Записываем величину 18,5, ширина спинки 20, это остается та же, переписываем 28,5, эти величины не делятся, 27, длина переда остается, ширина переда, ширина плеча тоже у нас остается. Длина спинки остается и та, и та. Высота бока остается. И обхват руки нам понадобится в построении рукава. И здесь мы не округляем, а пишем 45,5. Можно написать 46. 45,5. Вот эти все значения мы будем использовать в построении. И по ходу построения я вам расскажу, как
эти величины нужно уменьшить или увеличить для получения вот такой блузочки из трикотажа. Итак, начинаем построение. Но перед построением хочу сказать, что величина 54 сантиметра. Это если бы мы шили, ширина сетки была бы 54 сантиметра очень прилегающего силуэта. А у нас растяжимый. Нам нужно от 54 отнять 3 сантиметра, минус 3. И величину, которую мы будем использовать, это 51 сантиметр. Ширина сетки 51 сантиметр. И для этого я черчу прямой угол, откладываю от угла 51 сантиметр и определяю себе ширину сетки. То есть с левой стороны будет перед, с правой стороны у меня спинка. У меня такое построение. Вот, и очерчиваем себе сетку. Все. Теперь определяемся с длиной изделия. Длина изделия в моем случае 61 сантиметр. Вот. Это у нас перед. Поэтому рисуем линию талии на расстоянии длины переда. Длина переда в моем случае 44 сантиметра. Откладываем 44 сантиметра и проводим перпендикуляр относительно центра. И для себя рисую здесь, что это длина переда. Длина переда. Теперь нужно отложить в сторону ту горловину, которую вы хотите. Так как это не база, а я уже строю нужную мне кофточку, то я откладываю 8 сантиметров, а вниз откладываю 9 сантиметров. Это так, как я хочу по модели. Чертим прямой угол. И соединяем либо по лекалу, либо с помощью циркуля, горловины. Теперь делаем вниз от плечевой точки длина центра груди. У меня это 20, высота груди 28,5. Откладываем 28,5. Вот здесь. И ширина центра в моем случае пусть будет 10 сантиметров. Ставлю точку центра груди. Это центр груди. Высота груди, центр груди. И от точки вправо откладываю 12,5 сантиметров. Это плечо. И на пересечение дуг от центра груди, у меня высота плеча косая по переду от центра груди 27, я нахожу точку пересечения двух дуг. Плеча и высоты груди. Ставлю точку плечевую, эти точки соединяю между собой. Получаем нижнюю точку плеча. От середины отмечаем ширину переда. Ширина переда в моем случае ширина груди 37 сантиметров. Делим пополам 18,5. Ставим точку. И также проводим перпендикуляр вниз. Начинаем чертить спинку. Откладываем ширину спинки. Ширина спинки в моем случае 20 сантиметров. И проводим вниз перпендикуляр. Отмечаем от линии талии
вверх длину спинки. Сейчас я ровненько очерчу. Так. Длина спинки, первая величина у меня равна 40. А вторая длина спинки в моем случае 43. То есть разница между передом и спинкой у меня небольшая. Поэтому можно сделать вывод, что сутулая. И баланс у меня всего лишь 1 сантиметр. Отмечаем сторону 8 сантиметров. И округляем росток вот здесь. Откладываем 12,5 сантиметра и делаем небольшую прибавочку 5 миллиметров. Будет у нас 13, так как плечевой выточки нет. Ставим точку. И от центра спинки высота плеча косая. В моем случае 45,5. Вот. Ставим точку и еще раз 13 вернее. Вот эта точка. И соединяем с плечевой точкой. Переходим к оформлению проймы. Ширину сетки 51 сантиметр. Вот так берем, зажимаем пальчиками, складываем пополам. И находим середину. Отмечаем. Середина. Проводим перпендикуляр вниз. Это будет боковой шов. От талии вверх поднимаемся на 20 сантиметров. Это будет высота бока. И проводим перпендикуляр относительно этой линии. У нас образовалась пройма. Теперь делим этот участок плюс-минус где-то пополам ориентировочно. В трикотажных изделиях именно так. Укладываем, делим пополам. И соединяем сначала под прямым углом, а потом плавно переходим вот в эту точку. А этот участок можно сделать по лекалу. Вот. Пройма переда готова. Со стороны спинки относительно этой точки, если провести, где-то на 1,5 сантиметра, чуть-чуть выше, мы делаем, это точка 1, это точка 2, и проводим линию тоже под прямым углом. И здесь аналогичным образом проводим линию проймы спинки. Все. Наша кофточка практически готова. Вот здесь вот линии просто нужно немножечко слекалить. Вниз мы проводим перпендикуляр и немножко, то есть ширина внизу и вверху будет абсолютно одинаковая. Немножко на 0,7 где-то я приталю блузочку. И все. И больше ничего. Нам останется вырезать и построить рукав относительно такой проймы. Рукав будет в обтяжку, ну и определенной длины, какую мы захотим. Все линии подписала, чтобы вам было понятно. Ширина плеча, высота плеча косая, высота груди, ширина груди, и вы берете свои значения. Ширина спинки вот здесь. Ширина спинки, ширина плеча плюс 0,5. Здесь величина, высота плеча косая, высота плеча
косая спинки плюс 1,5. И затем мы делим весь участок пополам, определяемся с боком. Высота бока в нашем случае 20 сантиметров. Делим участок пополам, ставим точку 1. К этой величине добавляем 1,5 сантиметра, это точка 2. И плавными линиями округляем линию проймы. Все, чертеж готов, его можно вырезать, но предварительно построить рукав. Для того, чтобы построить вот этот рукав, нужно продлить линию плеча, то есть якобы приложить рукав к пройме. И поэтому линию плеча мы продлеваем. Смотрите, вот так. А теперь относительно этой линии мы устанавливаем перпендикуляр к точке боковой. Вот. И вот это расстояние и будет являться высотой оката. Именно его мы будем использовать в построении рукава. Вот. Если мы приложим мой построенный рукав, мы выйдем именно в эту точку. Высота оката в моем случае 12 сантиметров. Строить рукав будем на этом же листе. И хранить я буду тоже на этом же листе. Мне так удобно. Так как мы уже определились с вами, что высота оката для трикотажных изделий, повторюсь, 12 сантиметров, именно для этой блузки, мы от верха отступаем 12 сантиметров. Ну, я отступлю 13 и поставлю точку. И провожу параллельную линию, ограничивающуюся. И здесь тоже провожу линию на расстоянии 12 сантиметров. Теперь нахожусь в середину листа. Это будет у нас середина рукава. Вот так. Так как обхват плеча или руки у меня 36 сантиметров, я вправо и влево откладываю по 18 сантиметров. Как раз вот это край у меня листа будет. Ровно получилось так. Рисую треугольник. То есть значение я взяла из чертежа. Моя задача, чтобы у меня получился рукав, который четко войдет в пройму, не будет никакой посадки. Теперь делим эти участки на 4. Это можно делить зрительно. Теперь вот эта часть перед, пишем перед. Это спинка. И вот для трикотажных изделий непосредственно я использую следующие значения. Поднимаемся под перпендикуляром сюда на 2,5 сантиметра и ставим точку. Здесь мы поднимаемся на 2 сантиметра. И теперь можем уже даже округлить с помощью лекала или вручную. Теперь на вот этом расстоянии поднимаемся на сантиметр, а здесь тоже на 2. Тут 2,5, а здесь 2. Ставим точку. Со стороны спинки вот здесь мы опускаемся где-то на 0,7 и уже можем соединить рукав, ой, вернее, окат рукава. Вот так идет. И по переду на вот этой точке опускаемся на сантиметр. И эти точки между собой соединяем. Все. Окат рукава готов. Осталось нам промерить его и понять, войдет он сюда или нет. Я промерила, у меня по переду 24, по спинке тоже 24. Значит, вы откладываете вниз длину рукава. Ну, давайте отложим там 55 сантиметров. Определяетесь шириной внизу.
В моем случае это 20 сантиметров. Это будет такой достаточно узенький рукав в моем случае. И соединяйте точки. Просто эти точки нужно немножечко будет слекалить. Сделать их, ну, чуть-чуть вогнутыми. То есть на участке где-то середины, вот здесь, можно немножечко их заузить. Но это уже в зависимости от вашей ширины рукава. Руки, вернее. Все, рукав готов. И надо измерить ширину, вернее длину оката рукава. Сейчас измерим. Как измерять? Нужно поставить на ребро. Двадцать 24. Вот здесь вот чуть-чуть по красненькому. Вот здесь вот так. Если четко следовать, то получается 24. Должно получиться 24. У меня получилось 23,5. Вот. И сделаем еще измерение с этой стороны. Тоже 23,5 сантиметра не хватает. В этом случае нужно приподнять немножко головку. Вот так. Ширину руки мы не будем делать, а высоту головки можно немножко приподнять. И измеряем еще один раз. Да, ровно 24 получилось по центру, смотрите. И я дальше начинаю 48. Все, идеально рукав сядет. Нам останется вырезать и раскроить. То есть в моем случае получилось, что высота оката для такого рукава 13 сантиметров. Не 12, а 13. И вот эти расстояния немножечко увеличились. В этом случае 2,5 теперь. А здесь, наверное, 3. Да, а здесь, наверное, 3. Вот так. И у вас все получится. Приступаем к раскрою. Итак, я делаю раскладку. Вот с чем я столкнулась. Смотрите, вот здесь у нас сгиб. Я укладываю перед. Спинку я потом, получается, согну. И там останется еще на рукав. Я согну. Ширина ткани 1,60 м. И в моей ситуации мне идеально хватает. Посмотрите, уложится спинка, а с той стороны рукав. Идеально ляжет рукав. Посмотрите, я отрежу. Так как здесь имеется сгиб, поэтому я сейчас не могу завернуть только одну половинку. Вот, вырезаю. И здесь укладывается рукав на другую сторону. И у нас хватает, ну, если 70 сантиметров ткани взять, рибаны, у вас получится блузочка, ну, 80. Метр даже много. Рукав у меня будет длинный. Детали все вырезаю. Припуски в моем случае можно оставить где-то 0,7, потому что будет соединено на оверлоке. Ну и все, вырезаем. Хочу показать, как выглядит раскладка. Смотрите, вот так лег один рукав, а вот так валетиком второй рукав.
если вы хотите длину длинную. Если короткую, то 50 сантиметров хватит, конечно, то, что остается пополам, вот так сложить и выкроить. Тоже можно, но лучше брать не метр, а где-то метр 30, метр 40, и тогда у вас не будет никаких проблем. Я же начинаю тут мудрить. Ну, все как всегда. Перед вами детали кроя. Вот эта спинка, это перед. Вот уравниваем по плечевым. И здесь, и показываю уже сразу, как будем соединять плечевые. Потом сюда укладывается рукав и втачивается в открытую пройму. Вот так. И мне кажется, все-таки вырез маленький, и я еще где-то на 2 сантиметра его углублю. Просто возьму и на глаз это сделаю. По ощущениям. Приложила к себе. Как-то так. Когда соберу по плечевому, посмотрю, может быть, даже еще сделаю углубление. Обрабатывать, скорее всего, буду обтачкой. Итак, я соединяю плечевые, втачиваю сам рукав. Обычным способом вы можете наметывать, я не буду наметывать. Потом общий боковой, и все. Останется только подшить низ и обработать горловину. Уже на этих узлах, более сложных, я остановлюсь. Итак, майку я собрала. Вот что получается. Посмотрите. Обработала на оверлоке, в открытую пройму вшила и потом соединила одной строчкой боковой. И все. Все очень просто. Но я еще прокладываю строчку на обычной машинке, потому что не доверяю трикотажные, потому что кофточки ношу долго, не хочу, чтобы они порвались. Но это я так делаю, кто-то так не делает. Значит, что еще? По горловине вы можете померить и горловину вырезать так, как вам нравится. На данный момент я оставляю так, собрала ее на ниточку, чтобы не растягивалась, чтобы мне было удобно замерять. И потом с помощью сантиметровой линейки я измеряю длину горловины. У меня оказалось 53 сантиметра. Вот. И как могу сказать, что уменьшить можно на 1-1,5 сантиметра длину полоски, вырезаю поперечно. То есть вот как лежит ткань поперек, вот поперек так мы и вырезаем. Вот я отрезала такую полоску, соединю ее в круг. Вот так соединю и вот сюда втачаю. Вот этот момент тоже покажу. Рукава обработала на оверлоке, хоть и буду заворачивать и настрачивать, скорее всего, на 2 иглах, но краешек обработала, чтобы его не обрезать, чтобы это было красиво. То же самое сделала внизу, заутюжила низ и обработала на оверлоке. Что еще хочу сказать? Много раз обрезала майки, и когда я их сажаю вот внизу на клеевую паутинку, вот здесь заутюживаю, строчка получается красивее и ровнее. Поэтому, скорее всего, так и сделаю. Сюда уложу клеевую паутинку, приклею, а потом поверху дам на 2 игле строчку. С этой стороны будет зигзаг, а с этой стороны будет двойная строчка. Вот. С чего начинаю сейчас, приступаю к обработке горловины. Итак, мы сначала заутюживаем полоску пополам аккуратно. И стараемся сделать сразу, когда заутюживаем, из нее полукруг, то есть формируем. А после этого можем уже отрезать по размеру, как я уже сказала, чуть меньше, чем длину, которую мы с вами замерили. То есть вот так по кругу стараемся ее сформировать. Еще больше сформируем, когда стачаем ее. Значит, средние я буду делать вот этот, по среднему срезу спинки. И вот сейчас я стараюсь
сутюжить. То есть от конца к середине вот такими движениями сутюживаю полоску. В итоге получается симпатичная обтачка. Обрабатывать можно по-разному. Ну вот сейчас я решила сделать именно так. После чего я замеряю. У меня было 53, я сделаю, наверное, 51. Стачаю и буду вметывать уже по краю горловину. Сначала сметываю. Сейчас буду стачивать, но стачивать буду вот под таким углом, для того, чтобы чуть-чуть уменьшить окружность внутри. Обтачку заутюжили. Вот что получается. В развернутом состоянии она, конечно, не превращается в круг, но вот так, как нам нужно, все превращается. Значит, вот этот шов я распределяю посередине, и мы начинаем находить места контрольных точек. Для этого можно ставить рассечки, можно ставить наметки. То есть мы складываем пополам, потом еще раз пополам. Ну и можем еще и еще. То есть все контрольные точки, все мы намечаем. Вот таким образом. То же самое делаем по основной детали. Находим середину. Это важно, чтобы ничего у нас не перекосилось. И по спинке тоже. Для этого я собрала на ниточку, чтобы все четко попало. Сейчас мы находимся на изнанке. Нужно вывернуть на лицо детали. Значит, вот середина. Соединяем середину шва, вот он шов, с контрольной точкой и начинаем приметывать. Приметываем, ну вот чуть-чуть ниже наметки. Я буду прикалывать, а вы приметываете. Шов должен быть, ну, на ширину лапки, наверное. Вот так. Затем эта часть совмещается с этой обязательно. А потом все остальное перераспределяется согласно нашим контрольным точкам. Вот шов боковой, плечевой вернее. Вот так. И вот так. И аккуратно все на ширину лапки вметываем. Хочу внести уточнение. Девочки, боковой плечевой не должен совпасть с этой меткой. Должно совпасть четвертая часть. Если ровно поделить окружность горловины, вот тогда совпадает, потому что росток по спинке не равен горловине по переду, поэтому это очень важно. Не забудьте, пожалуйста. То есть отметка у меня попадает ближе. То есть это все нужно перераспределить ровненько и теперь дать строчку по краю. Сначала я притачиваю на обычные машинки. Это так делаю я. Те, кто шьет постоянно трикотаж, у них оверлоки, которые предназначены. Мой дает красивую строчку оверлочную, но мне кажется, нужно еще дополнительно прокладывать строчку, на мой взгляд. И вот так на ширину лапки
по кругу, припосаживая обтачку, аккуратненько мы притачиваем вот таким образом. И потом по краю я проложу оверлочную строчку. У меня есть кусочек киперной ленты вот такой. И я решила обработать именно со стороны спинки. Видела это на других маечках, мне понравилось. Для этого нужно киперную ленту уложить со стороны ростка и настрочить. Но вот так, мне кажется, будет широковато, поэтому я подворачиваю вот здесь край, укладываю по плечевому. Можно приколоть с одной стороны, вот так, а этот край подверну. Мне кажется, будет очень красиво. Только для удобства, скорее всего, буду начинать с этого плеча. Просто раскладываю на столе. Нахожу плечевой, убираю сметку. Вот, укладываю. И по краю настрачиваю киперную ленту со стороны плеча. Она мягкая, большой толщины не сделает. И стараюсь попасть в строчку. Нитки я поменяла в цвет киперной ленты. Моя задача попасть, строчить либо рядом, либо в ту строчку соединения. Вот так. От начала до конца притачиваю киперную ленту. На мой взгляд, это будет просто симпатично смотреться. Можно было крайне обрабатывать на оверлоке именно со стороны спинки, только спереди. Ну, ничего страшного. Вот мы доходим до плеча. Здесь тоже подворачиваем. Ниточки потом обрежем. Вот что получается. А теперь с этой стороны будет удобнее делать, ну мне, по крайней мере. Аккуратно все заворачиваем. И если киперная лента была потоньше, то ее не надо было бы подворачивать. Но в моей ситуации надо подвернуть. Широковатая. И вот, начиная от плеча, подворачивая под шов, я стараюсь делать это ровно относительно первой строчки. Прокладываю. Закрывая шов. С изнанки у меня стоят зеленые нитки. Вот, и вот так как бы окантовываю край. Здесь тоже все аккуратненько мы заворачиваем, чтобы ничего не торчало. Доходим до плеча. Ставим закрепку, нитки обрежем. Так выглядит с лица, так с изнанки. На мой взгляд, хорошо. И теперь приутюживаем горловину.
Теперь с помощью утюга или парогенератора, это так шумит у меня парогенератор, приутюживаем с помощью подушечки. Желательно нужно застоять, если подушечки у вас нет, можно использовать старое какое-то полотенце. Убираем пар. Вот, образуется форма. И продолжаем приутюживать. Можем и снизу вместо подушечки уложить полотенце. И убираем пар. Вот так. И горловинка наша будет уже оформлена. Посмотрите, симпатично очень выглядит. Все, и я продолжаю, пока утюг у меня горячий, с помощью клеевой паутинки. Низ я заутюжила ориентировочно. Обычная клеевая паутинка вы можете использовать, которая на бумаге, еще удобней. Укладываем по ребру. И приутюживаем по краю. Край получается ровный. И когда мы будем настрачивать с лица, никаких проблем и с движения ткани у нас не будет. Вот так я делаю по рукавам и по низу. После заутюжки, вот что получается. Теперь я устанавливаю свой магнит 2,5 сантиметра от сгиба и строчу спокойно по лицу, ориентируясь на край. Так как два слоя склеены, у меня не возникает никаких проблем. Всегда можно наметить линию, по ней строчить. Вот такая строчка получается с изнанки. То есть я стараюсь попасть именно в шов обработки оверлоком. И вот продолжаю строчить с лица. Вот что. На мой взгляд, очень даже неплохо. То же самое сделаю по низу рукава. И все. Будет готово. А когда буду заканчивать, обязательно зайду на эти строчки и закреплю ниточки между собой, чтобы они не распарывались. Все, майка готова, так она выглядит. Такая обработка низа. Так смотрится горловина с изнанки. Теперь вывернем на лицо. Проще, конечно, одеть на манекен. Я на манекен тоже одену. Покажу. Майку шить было несложно. Настраивать строчку. Это единственное, конечно. Вот так выглядит майка. Очень удобная, комфортная. Конечно же, по груди есть заломы. И от них никуда не денешься. Потому что это трикотаж, и здесь нет выточки. Те, у кого есть грудь, после, наверное, 48 размера, будут заломы. Вот такая блузочка, вернее, кофточка, свитшот. Не знаю, как ее еще назвать, у меня получилось. На мой взгляд, очень-очень даже неплохая. Ну все, принимайте работу. Кофточка готова, майка с длинным рукавом. Очень удобная, комфортная. Обратите внимание, выточки образуются, но здесь на трикотаже я их делать не буду. Мне так удобно и комфортно. Так выглядит горловина. Подкачу поближе. Смотрите. Рукав. На мой взгляд, очень-очень удобная вещь и пригодится любой женщине. Если информацию, которую я сегодня вам рассказывала, была для вас полезной, обязательно ставьте пальчики вверх, нажимайте на колокольчик, и вы первыми узнаете о всех новинках, которые выходят на моем канале. Не бойтесь, шейте, у вас обязательно все получится, я точно знаю.